Неважно, любите ли вы чтение или нет, эти книги тронут каждого, потому что написаны они лауреатами Нобелевских премий. В этом выпуске наша подборка топ-10 книг Нобелевских лауреатов. «Свет погас» Редьярд Киплинг, Нобелевская премия 1907 года. «Свет погас» — это первый роман Киплинга, во многом автобиографический. В главном герое, одаренном художнике, потерявшем из-за ранения зрения, угадываются черты автора. На момент завершения работы над книгой ему исполнилось всего 24 года, и он уже был широко известен читателям своими стихами и рассказами. Произведение экранизировалось дважды. В 1916 и в 1940 годах. Марбакка Сельма Лагерлёф, Нобелевская премия 1909 года. Сельма Лагерлёф – первая женщина-лауреат Нобелевской премии по литературе и первая женщина, избранная в состав Шведской академии. Одной из самых светлых и лиричных ее книг определенно является Марбакка, названная по имени родового поместья Лагерлёфов, где прошло детство известной писательницы. Книга погружает в простой и ясный детский мир, где домашний уют, захватывающие приключения и ежедневная радость бытия среди живописной природы и хороших людей. Доктор Живаго Борис Пастернак, Нобелевская премия 1958 года. Творческая зрелость Бориса Пастернака пришлась на трагически тяжелое время, но даже в самые мрачные годы писатель не терял надежду на изменения к лучшему, которые он связывал с духовным пробуждением общества. Эти мысли толкнули его на создание большого прозаического произведения, куда бы он включил все свои размышления о жизни и смерти, добре и зле, вере и справедливости. Таким произведением стал роман «Доктор Живаго». «100 лет одиночества» Габриэль Гарсия Маркес, Нобелевская премия 1982 года. Эту книгу написал знаменитый колумбийский писатель-прозаик Гарсия Маркес, произведения которого любят и читают во всем мире. Он является представителем литературного направления магический реализм. Роман «Притча 100 лет одиночества» – одна из величайших книг 20-го столетия. В ней показана история целого семейного рода и одиночества, так или иначе проявившегося в судьбе каждого члена семьи. Разобщенность, неспособность понять друг друга и предопределенность событий в жизни героев. «Повелитель мух» Уильям Голдинг, Нобелевская премия 1983 года. Антиутопия с символическим подтекстом, исследующая особенности взаимоотношений детей на необитаемом острове, куда они попали в военное время. Способны ли они к разумной самоорганизации или подчиняться природным импульсам? Это философская притча о том, что может произойти с людьми, забывшими о любви и милосердии. Роман напоминает о хрупкости мира, в котором мы все живем. «Без судьбы» Имре Кертес, Нобелевская премия 2002 года. Роман «Без судьбы» повествует о 15-летнем подростке из благополучной еврейской семьи, попавшем в нацистский концлагерь. Это горький, почти безнадежный протест против теории подхода к представителям целых наций, как к существам низшей категории, которых можно лишить прав и уничтожить. Именно это произведение принесло автору мировую известность. Формулировка комитета в 2002 году была следующей: за то, что в своем творчестве Кертес дает ответ на вопрос о том, как индивидуум может продолжить жить и мыслить в эпоху, когда общество все активнее подчиняет себе личность. Сцены из провинциальной жизни Джон Максвелл Кудзей, Нобелевская премия 2003 года. А Джону Кудзею дали Нобелевскую премию за создание бесчисленного количества обличий и удивительных ситуаций с участием посторонних. Автор редко говорит о своем творчестве, а еще реже о себе. Но «Сцены из провинциальной жизни» – исключение. Это удивительный автобиографический роман, где Кудзей предельно откровенен с читателем. Он рассказывает о болезненной, удушающей любви матери, о своих увлечениях и ошибках, и о пути, который ему пришлось пройти, чтобы наконец начать писать. «Мои странные мысли» Орхан Памук, Нобелевская премия 2006 года. «Мои странные мысли» – последний роман знаменитого автора, над которым он работал на протяжении 6 лет. Главный герой книги Мевлют работает на улицах Стамбула, наблюдая, как улицы наполняются новыми людьми, а город обретает и теряет новые старые здания. На его глазах совершаются перевороты, власти сменяют друг друга, а Мевлют все бродит по улицам зимними вечерами, задаваясь вопросом о том, что же отличает его от других людей, почему его посещают странные мысли обо всем на свете, и кто же на самом деле его возлюбленная, которой он пишет письма последние 3 года. «Цинковые мальчики» Светлана Алексеевич, Белоруссия, Нобелевская премия 2015
2015 года. Пожалуй, самый неоднозначный лауреат Нобелевской премии. Одни восхваляют ее книги, признавая, что лучшей документальной прозы мир не видел со времен Адамовича и Гранина. Другие называли все это ложью от первого до последнего слова. Как бы то ни было, в 2015 году Светлана Алексеевич получила Нобелевскую премию, став одним из немногих русскоязычных писателей, удостоенных этой награды, и первым взявшим ее белорусским автором. «Цинковые мальчики» были написаны в 1989 году и посвящены афганской войне. В книге собраны воспоминания участников войны, солдат, врачей, матерей и жен. Они дают свое непосредственное видение событий и рассказывают, как Афган повлиял на их жизнь. «Остаток дня» Кадзуо Исигуро. Нобелевская премия 2017 года. Исигуро стал третьим нобелиатом японского происхождения за всю историю премии, но при этом он уже давно подданный Соединенного Королевства и пишет исключительно по-английски. «Остаток дня» — это, пожалуй, самый британский роман прошлого века. Повествование в нем ведется от первого лица. Главный герой, дворецкий Стивенс, вспоминает события своего прошлого, в то же время рассказывая и о настоящем. По книге снят одноименный фильм, главные роли в котором исполнили Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк, это помогает в развитии нашему каналу. Обязательно поделитесь с нами в комментариях, какие книги произвели впечатление на вас. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, если еще не сделали этого. Впереди нас ждет много всего интересного из мира образования и карьеры.